Купить подешевле, недорого починить, продать подороже и еще и не только не потерять, но и заработать на перепродаже мотоцикла или автомобиля. Так мыслили наши отцы в 90-х годах и начале 2000-х. С вами я, Антон Больших, и сегодня я расскажу вам поучительную историю, которая очень хорошо иллюстрирует то, что купить дороже нормальную технику, как правило, в сегодняшних реалиях бывает намного выгоднее, нежели купить что-либо дешевое или, не дай бог, бесплатное. И правда, лет 20-25 назад было очень популярно покупать различные автомобили за рубежом, пригонять их и продавать, зарабатывая на этом, или покупать разбитые автомобили, восстанавливать их и продавать, сломанные и так далее. Это считалось достаточно разумным, потому что это было экономически действительно очень и очень оправданно. Приносило денег, помогало окупить затраты и даже заработать. Но шло время, и со временем таких умных, которые считали этот путь рациональным, становилось все больше и больше. А обычных пользователей, которые не хотят с этим заморачиваться, становилось все меньше и меньше. И сейчас мы имеем то, что количество умных превысило количество простых обывателей. И весь рынок изменился. Мне вспоминается одна очень хорошая фраза, пусть и не очень приличная. Люби ближнего своего, пока он не сделал то же самое. В прошлом видео о том, как выбирать мотоцикл, я уже рассказывал, что в сегодняшних реалиях принцип «куплю подешевле, восстановлю, переберу его весь и собственно, буду ездить на хорошем проверенном мотоцикле» не работает по ряду экономических причин, в первую очередь из-за стоимости комплектующих. Если делать что-то хорошо, то эта стоимость может в несколько раз превысить стоимость самого мотоцикла даже на выходе. Сегодня я хочу раскрыть эту тему чуть более глубоко и рассказать вам свой пример из реальной жизни, с которым я столкнулся у себя в мастерской несколько лет назад. Точно не помню, то ли это был 20-й, то ли 21-й год. К нам приехал клиент на Бургмане 650. У него был один вопрос, связанный с пластиком. Бургман 650 традиционно не с рынка, самый старый, 2002 года, уже изрядно потрепанный, даже визуально обойдя его, я сразу же целый список проблем по техничке на нем выявил. То есть там особо не надо было быть экспертом, как я считаю. Более того, этот скутер имел повреждение пластика, он был бит в правую переднюю сторону, то есть номинально на ходу, но весь пластик, в том числе и тот, где стоят фары, и панель для ног, вот это, и лыжа, в общем, это все было разбито, паук был кривой. В общем, короче, весь мопед вроде как есть, а вроде как его весь надо ремонтировать. Но, тем не менее, он ездил своим ходом, что достаточно было уже, я считаю, для него большим достижением. Человек приехал к нам с вопросом, что надо восстановить пластик. Причем без особых заморочек, можно без покраски, но чтобы он был комплектный и чтобы был похож на скутер. То есть, чтобы в перспективе он мог его, если что, покрасить. Я посмотрел на все это дело и задал ему вопрос. А не думал ли он о том, чтобы просто купить другой, продать этот скутер вот за сколько заберут и просто купить другой? Потому что, на мой взгляд, максимальная рыночная стоимость этого скутера на тот момент была, может быть, 60-70 тысяч рублей, потолок, может 80, если прям кто-то очень сильно захочет купить себе это чудо, потому что рыночная стоимость живого 150 на тот момент была, и продавались эти старые годы очень плохо уже тогда. Потому что вообще народ не хочет связываться с этими старыми убитыми мопедами с дизельным звуком, особенно если у них большой пробег. Потому что много конструктивных болячек у них, некоторые даже очень трудно и практически нереально решить. Человек сказал мне, что он такие варианты не рассматривает, потому что этот скутер – это подарок. Ему его подарили, и он хочет вот именно его привести в порядок и ездить на нем долгие годы. Я сказал, окей, если так, то давай будем чинить.
Значит, я постарался подобрать ему какие-то оптимальные варианты по пластику. Передний пластик мы ему сварили из 2 половинок. Я, наверное, даже найду фотку, прикреплю, если получится. Фронтбокс мы поставили новый, лыжу нашли бэушную хорошую. По-моему, панель для ног заднего пассажира меняли, вот эту вот большую. В общем, много пластика поменяли. По-моему, меняли зеркало-поворотник, паук. В общем, ценник на тот момент получился около 60-65 тысяч рублей. То есть я уже у себя в голове сразу же беру стоимость целого скутера, даже если она будет там 160-170, то вот, грубо говоря, треть этой суммы, даже больше, уже было потрачено. При том, что на мопеде даже ТО не было сделано. Но он сказал, что масла он вроде как поменял сам и дальше будет на нем ездить. Собственно, собираем пластик, красить ничего не стали, но нормальный, более-менее ровный скутер стал. Отдаем его и отправляем человека кататься. Человек уезжает, проходит несколько дней. Через несколько дней я на своем фургончике еду по Новой Риге в область покупать другой мотоцикл на запчасти. И уже возвращаясь в Москву, смотрю, на встречке стоит белый Бургман и... Судя по всему, человек куда-то звонит. У меня возникла такая мысль, что сейчас у меня телефон наверняка зазвонит. Так часто бывало, что если где-то видишь на обочине Бургман, то довольно-таки вероятно, что звонит он именно мне. Так оно и получилось. Буквально через несколько минут раздался звонок, и человек оказался тем самым клиентом, которого мы отпустили несколько дней назад. Я, собственно, спросил, что у него случилось. Он сказал, что толком не понимает. У него потекло масло, что-то там то ли заглохло, то ли что-то еще. В общем, внятно сформулировать не смог. Я привез как раз на работу мотоцикл, который купил на запчасти, выгрузил его и поехал забирать этого бедолагу. Значит, я приехал, действительно все вокруг в масле, скутер вроде как даже заводится, но почему-то ехать на нем дальше он побоялся. Наверное, неудивительно, потому что у него и колесо заднее в масле, то есть все в масле. Мы его быстренько загрузили, там как раз дождик пошел, и привезли его ко мне в сервис. Начали разбираться. Я смотрю на него и просто не могу понять, откуда течет масло. Это, кстати, единственный такой случай за всю мою практику. Больше таких вот именно, чтобы точно таких же, я не видел. Смотрим, и я не понимаю. То есть, вроде как откуда-то из стыка двигатель-вариатор, но точно определить сходу не удается. Я проверил уровни масел. Вроде как они даже более-менее, но в промежуточном редукторе было перелито. Это характерная особенность, это свидетельствует о том, что, скорее всего, там сальники мертвые или что-то еще. Ну, в общем, мы слили масло излишнее из промежуточного редуктора, залили масло в мотор, долили сколько нужно было. Кстати, нужно было немного. И я предложил ему попробовать прокатиться и понаблюдать за ситуацией, но не сильно далеко. Ну, в общем, далеко он не уехал. Как только это все прогрелось, ситуация повторилась. Стали разбираться, и я ничего, собственно, умнее не придумал, как снять двигатель и разбираться, что там именно, откуда именно гонит масло. Так и сделали. Сняли двигатель, сняли вариатор. Вариатор оказался, кстати, более-менее, хотя мы его не вскрывали, но шестер не свежий, то есть кто-то там что-то уже явно делал. Полезли в мотор, и выяснилось, что там мертвые все сальники. Масло просто выдавливало из промежуточного редуктора, потому что оно не то, что там сальники как-то подтекали из мотора в редуктор, а они просто превратились в дыру, как будто их там не было. И все давление в картере, которое было уже, видимо, не очень-то в норме, просто выгоняло масло через ближайшие уплотнения, все какие могло. Разобрали мы двигатель. Сначала думали, что мы поменяем там сальники и соберем его, но в процессе выяснилось, что собран он был настолько хорошо, что чинить там, собственно, уже совершенно нечего. То есть там испорчена резьба на головке, испорчены плоскости на головке, также были какие-то вопросы по картеру. В общем, много-много-много всяких вопросов, и не было никакого абсолютно смысла пытаться этот двигатель ремонтировать. По итогу взяли другой бэушный двигатель, он
на тот момент стоил около 30 тысяч рублей, плюс работа это все снять, поставить, плюс всякие расходники, прокладки, перекинули всю навеску, собрали, все поехало, все хорошо. Бюджет увеличился еще примерно настолько же, там 60-70 тысяч рублей. Еще какой-то мелочевки там, по-моему, навылезало. То есть уже человек заплатил, можно сказать, стоимость такого же бэушного скутера на рынке. Причем по качеству получилось практически то же самое, что ты купишь бэушное. То есть, глобально говоря, это не какой-то супер новый скутер, и ожидать от него все равно можно чего угодно. А самое дорогое вариатор все равно непонятно в каком состоянии. По итогу, спустя пару недель человек вернулся еще с несколькими жалобами на замок зажигания, на открывание сиденья, там с тросом были вопросы, и что-то еще, какая-то мелочевка, которая, в общем, тоже регулярно напрягает на старых скутерах. После чего, отдав в сервисе примерно стоимость этого скутера, при всем при том, что за эти деньги, на мой взгляд, его было довольно трудно продать, потому что его же надо еще красить, чтобы он нормально выглядел, а это еще деньги, человек куда-то пропал. Я, если честно, думаю, что он его продал, потому что где-то в разговоре уже после третьего ремонта проскакивало что-то, что он подумывает его продать. Больше я о нем ничего не слышал, и скутер этот мне нигде не попадался. Если бы он ездил, как я его отдал, то он был бы достаточно заметен. Я понятия не имею, какова его дальнейшая судьба, но думаю, что там вполне еще можно было бы найти, куда вложить еще денег, если иметь такое желание. Мораль сей басни такова. Перед тем, как что-то фанатично восстанавливать и думать о том, что можно все на свете починить, посчитайте, сядьте, возьмите бумажку и попробуйте сделать какую-то калькуляцию. Услуги сервисов в наше время стоят дорого, иногда даже очень дорого. Более того, есть много людей, которым нравится что-то делать с собственной техникой своими руками, потому что им на ней после этого даже просто приятно элементарно ездить, потому что ты сделал все сам, и ты абсолютно уверен в том, что у тебя ничего не отвалится. К большому сожалению, у многих людей не хватает опыта на то, чтобы выполнять те или иные работы качественно. Именно для таких ситуаций я создал обучающие курсы по ремонту и обслуживанию самостоятельному скутеров BMW C650 GT, Suzuki Burgman Skyway 650, а также Suzuki Burgman Skyway 400, начиная с 2007 года. Я максимально подробно и педантично в видеоуроках показываю, какие работы и в какой последовательности нужно выполнять. Также я рассказываю про моменты затяжки, про инструмент. Если нужен специальный инструмент, я часто рассказываю, как можно обойтись тем, что у вас имеется, что можно купить намного дешевле, чем предусмотрел производитель, а также даю свои рекомендации, какие расходники и жидкости нужно использовать. К каждому занятию есть чек-лист, где вся информация в подробностях расписана текстом со всеми моими рекомендациями. Уже сейчас вы можете перейти по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии, посмотреть абсолютно бесплатно один промо-урок и получить уже сейчас много полезной информации. И не забудьте прочитать чек-лист. Вторая аналогичная ситуация была в начале 2023 года. Еще в конце 2022 со мной договорились о том, что как только я буду в мастерской, буду готов принять, мне его сразу привезут. Мне этот скутер привезли весь разобранный. На нем один белорусский умелец менял двигатель пару лет назад. Кстати, небезызвестный белорусский умелец, который когда-то просился ко мне даже на работу. Что-то у них там в диалоге между клиентом и мастером не получилось, и скутер, по сути, почти 3 года простоял. Сначала его очень медленно пытались делать, как позже выяснилось, вариатор собрали кое-как из чего было. Потом долго искали где-то в Польше двигатель, нашли, как позже выяснилось, судя по всему, не очень живой, но это мы узнали уже сильно позже. Он якобы от какого-то там нового кузова с маленьким пробегом, но это все якобы. Из Польши приходят
порой самые-самые разные запчасти, как хорошие, так и не очень. Так вот, половина пластика от этого скутера была вообще утеряна, оставшаяся половина была в ужасном состоянии. Также мы не смогли найти некоторые комплектующие, такие как реле-регулятор, например. И в общем и целом скутер весь был собран кое-как. По сути, всю работу мне пришлось начинать сначала, переделывать все, что есть. Также после вскрытия вариатора выяснилось, что там нужно менять ремень, нужно делать нормально первичный вал. Ну, мы его, по-моему, просто заменили крышку вариатора на втуленную. В общем, в конечном итоге человек оставил мало того, что денег у меня довольно много. Около 2 месяцев заняла работа с ним, потому что часть запчастей человек искал в Польше сам, типа потому что дешево, у него там есть какие-то завязки и возможности. Часть запчастей он покупал у меня. Там и задний суппорт починили, и электрику все в порядок привели, и еще кучу всего сделали, что реально было, ну, очень дорого. Порядка там тех же самых 150 тысяч рублей он оставил у меня, при том, что покупал еще сам ремень и покупал еще сам некоторые детали. Хвост на нем пришлось менять, потому что он не подходил к пластику, который на нем стоял. То есть скутер был собран вообще непонятно из чего. Сцепление на нем еще перебрали, потому что выяснилось, что оно тоже мертвое, буксовало. В общем, в конечном итоге человек получил за очень много денег, я думаю, по цене какого-нибудь года 2012, плюс еще на нем ТО сделать, он получил старый Бургман 2003 года, который уже, конечно, без дизельного звука, но все равно он старый, со старыми двойными мозгами, со всеми проблемами старого скутера, плюс еще с очень большим пробегом, и от которого, конечно же, не знаешь все равно, что ждать впоследствии. Мы, конечно, привели в порядок все по возможности, собрали его похожий на скутер, но пластика все равно не хватало, это еще надо было продолжать докупать. А неожиданность первая возникла у человека в первой же дальней поездке, потому что буквально когда он поехал в Европу на нем, у него где-то в Германии в воскресенье развалились подшипники переднего колеса, до которых мы, собственно, не добрались. У меня были задачи завести мотор, более-менее привести в порядок электрику, ну еще я что-то смотрел по заднему колесу, а до переднего как-то даже и руки не дошли. То есть я сделал, чтобы все это ездило, он покатался какое-то время. Ну, то есть явных люфтов переднего колеса вроде не было, но подшипники рассыпались. Ну, сколько он проехал? 5 может быть. Конечно, он их заменил, но в дороге это было целым геморроем. И по-прежнему продолжает кататься, и все у него вроде как хорошо. Но, честно говоря, было, на мой взгляд, гораздо выгоднее сразу отдать этот мотоцикл или на запчасти, или себе оставить на запчасти и купить просто другой нормальный. Потому что вот это вот, как он его изначально купил за $1000, как он рассказывает, или за 1500, изначально проблемный. И вот он, собственно, столько лет с ним промучился, толком не ездя на нем. И если вы думаете, что таких историй у меня мало, то нет. Каждый год находится 2, 3, 4 таких вот упертых человека, которые абсолютно уверены, что их все обманывают, и их вероисповедание самое-самое правильное. Ну, собственно, каждый человек сам кузнец своего счастья. Я никого не осуждаю, это их выбор, но у меня к вам одно лишь пожелание. Если вдруг вы решили идти по такому пути, когда вы захотите продать этот скутер, а вы захотите рано или поздно его продать, не бывает такого, чтобы люди всю жизнь ездили на одном скутере. Это настолько маленький процент вот людей, у которых там больше 3 лет эта 650-ка находится, что это просто, ну, ничтожно мало. И в основном это те, кто покупают нормальные мопеды и ездят на них, они все время его чинят. Так вот, когда вы будете его продавать, будьте готовы, что ваши все вот эти вот безумные вложения, они, во-первых, никак не увеличат его стоимость в подавляющем большинстве случаев, а во-вторых, они даже толком не прибавят ему ликвидности. И поэтому откровенно старая техника все равно будет стоять и продаваться даже задешево намного дольше, чем что-либо более-менее свежее.
Наверное, опять я вас закошмарил. Сейчас все будут писать, что Бургман плохой, и нефиг его покупать, и надо покупать Silver, или еще что-нибудь, или Сим, или что там нынче модно. Надеюсь, что мой товарищ по Сильверам наконец-то начнет вести канал и расскажет, как в Сильвере может тоже быть сломано абсолютно все. Он вот все только пока говорит мне об этом, но делать пока еще не начал. Покупайте живые классные мопеды, не экономьте на них денег и не экономьте, пожалуйста, время и ресурсы на выбор хорошего, качественного скутера, потому что радость от низкой цены никогда не длится так долго, как радость от хорошей вещи, купленной пусть даже и подороже. С вами сегодня был я, Антон Больших. Буду очень рад вашей обратной связи. Не забудьте ставить лайки, писать комментарии, нажимать на колокольчики, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Всем пока!